От пациентки – подозрение на синдром Уилки и стеноз чревного ствола. Симптомы более 5 лет, сильные боли после еды, длящиеся 3-5 часов, тяжесть, распирание в эпигастрии, тошнота, ощущение переполненности при минимальном объеме пищи, периодически интоксикация, спазмы, постоянное несварение, невозможность питаться твердой, плотной консистенцией пищей, только пюреобразная еда не дает болей, сильная тахикардия после еды, сильная тяжесть в области сердца после еды и головная боль. Состояние каждый месяц ухудшается. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 42 лет, дата исследования 17 апреля 2025 года. Область исследования – брюшная аорта. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. При компьютерно-томографической ангиографии брюшной аорты и ее ветвей дефектов контрастирования сосудистого русла не выявлено. Экстравазации и контрастного вещества не выявлено. Диаметр брюшной аорты на уровне диафрагмы составляет 18 мм, на уровне отхождения чревного ствола 17 мм. Чревный ствол отходит от аорты, диаметром 4 мм, в 10 мм просвет его сужен до 2 мм, стеноз 50% панасет. Чревный ствол делится на общую печеночную артерию диаметром 3 мм, селезеночную артерию диаметром 4 мм и левую желудочную артерию диаметром 3 мм. Верхняя брыжеечная артерия диаметром в области отхождения 2,3 мм, далее 3,6 мм, стеноз 36% панасет, отходит от аорты под углом 19 градусов, аорто-мезентериальное расстояние 6 мм. Нижняя мезентериальная артерия диаметром 2 мм. Брюшная аорта на уровне отхождения почечных артерий 15 мм. Диаметр правой почечной артерии составляет 4 мм. Левой 5 мм. Диаметр аорты в инфраренальном отделе составляет 14 мм. На уровне бифуркации 13 мм. Диаметр правой общей подвздошной артерии 8 мм. Левой 8 мм. В зоне сканирования патологических образований, инфильтрации в мягких тканях не выявлено. Желудок увеличен, натощак содержит значительное количество жидкого содержимого. Костные травматические и деструктивные изменения не прослеживаются. Заключение. КТ-картина синдрома Уилки, стеноза чревного ствола 50%, верхней брызжеечной артерии 36% панасет. Рекомендована консультация сосудистого хирурга. 3 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть все КТ-признаки синдрома Уилки. Желудок увеличен, в нем много жидкости, ВБА отходит под острым углом от аорны и сдавливает горизонтальную часть 12-перстной кишки. Есть признаки стеноза чревного ствола и верхней брызжеечной артерии. Вам нужно к сосудистому хирургу.